Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Наконец-то я снимаю для вас обзор моей перестановки. Помните, мои орхидеи стояли на окне, и я их решила переставить на стеллаж. А все не цветущие я поставила на окно. Я решила схитрить, чтобы добиться цветения своих орхидеек. Давайте вместе полюбуемся на это чудо природы, на эти прекрасные цветы. Это орхидея Тарина. Вечно цветущая, крепкий сорт, стрессоустойчивый, постоянно цветет. Очень нежная орхидея. Я не очень люблю полосатых, но это очень красиво смотрится с этой яркой губкой оранжево-сиреневый. Давайте покажу вам с разных сторон ее. У нее в этот раз 2 цветоноса. Это один цветонос, и вот она пробудила спящую почку на старом срезанном цветоносе и вырастила пока 3 цветочка и вот еще 2 бутона. Очень крепкое растение, непривередливое, вечно цветущее, большая листовая масса. Конечно, занимает место на полочке, но это того стоит. Далее у нас биглип белая принцесса. Отлично смотрится. Очень красивая орхидея, пышно цветущая. Солнышко куда-то подевалось. В этот раз она на 2 цветоноса цветет. В прошлый раз был один длинный цветонос, каскад из цветов белых был. А в этот раз 2 пышных цветоносика. Очень красивая орхидея, тоже непривередливая, постоянно цветет. Действительно принцесса. Я выключила лампы, чтобы ничего не мерцало и не портило картинку. Так, здесь у нас Карина. Очень красивая орхидея. Я очень люблю желтые, оранжевые орхидеи. Очень поднимает настроение своими красивыми цветами. Это крупноцветковая орхидея. Вот у нас 4 цветочка, и она еще доращивает цветонос. Так, здесь у нас лунная серенада биглип.
Тоже очень красивая. У этой орхидеи очень тонкие нежные лепестки. Тоже часто цветет. Это как раз-таки все цветуны, которые я вам сейчас показываю, они постоянно цветут. Так, это у нас орхидея Пастелла Кис. Немного выгорела, у нее очень крупные цветы. Вот, по сравнению с лунной серенадой. Давайте я вам их рядышком покажу. Видите? Раза в 2 больше цветы Пастелла Кис. Очень красивые орхидейки биглипы, но часто привередливые. Но вот эти вот крепкие сорта оказались. Так, давайте на место уберем. Пастелла Кис очень яркая губа, когда она распускается, особо красиво. Ну, сейчас уже выгорела. Все равно не менее прекрасно. Нежные пастельные тона. Рядом. Это не тот, кто часто цветет и радует меня своими цветами. Распуска этой орхидейки я ждала долго. Материнское растение я подарила своей маме, а деточку забрала себе. Солнце периодически прячется, так что мне пришлось выключить. Видите, сейчас уже орхидея не такая яркая, уже слегка светит солнце. Что я говорила про эту орхидею? То, что я очень долго ждала ее цветения. Это не цветунья, как остальные предыдущие орхидейки, которые я вам показывала. Она заставила меня помучиться в ожиданиях цветения. Я уже очень соскучилась по ее цветам. Она не цвела года 3. Потому что мы переехали в другую квартиру. Она стрессанула и стояла в ступоре достаточно долгое время. Но сейчас наконец-то оклемалась и радует нас своими красивыми цветами, яркими, солнечными. Я очень люблю яркие, нежные люблю, розовые. В этот раз она будет цвести на 5 цветов. Так, а здесь у нас орхидея Сизини. Уже слегка собралась отцветать. После обработок от насекомых, вредителей. Далее у нас орхидея Каменная Роза. Пока я собиралась вам снять обзор перестановки, она уже засушила один цветочек, но зато она доращивает. Решила дорастить бутон. Солнце спряталось, но орхидея все равно очень красивая. И ей не обязательно солнце для того, чтобы передать всю ее красоту. Ее цветочки помельче, сантиметров 6-7 максимум. И она часто цветет с белым сплэшем, что делает ее особенной. И всегда не знаешь, как она расцветет в следующий раз. Видите, здесь как много белого в лепестках. Непредсказуемая орхидея.
делает сюрпризы приятные. Ну а здесь у нас орхидея не менее прекрасная, с мутацией пилор. Солнце спряталось, так что показываю уже без него. Забыла название, подпишу. Тоже очень красивая орхидея. Недавно в моей коллекции сразила меня своей красотой. И, конечно же, мутацией подкупила. Не часто встретишь таких в обычном строительном магазине.